Вот знаете, что-что, а вот по этим видам я буду очень скучать по утрам. Это так волшебно просыпаться. Боже, с таким сумасшедшим видом. Класс. А там видно моречко вдалеке. Все-таки какая красивая природа. Жалко, что у нас в Беларуси нету такого. Нет гор, нет моря. Вот как выглядит наш скромный завтрак. В принципе, ничего не изменилось. Только вместо омлета у нас просто вареное яйцо и какая-то булочка, оладушка. Соберите сами омлетик. Да. Ну и, конечно же, турецкий чай. Да, без этого. Если вы любитель котов, то вам в Турции будет тяжело, потому что привыкайте, что колбасы у вас не будет. На завтрак она будет вот этого создания. Я думаю, многие из нас во время путешествия хотели сделать какой-то красивый кадр или снять видео. Ну и вот вы можете наблюдать, как мы с Ирой пытались это сделать. Там машина едет. Идем. Он уже в другую комнату объехал. Дикий кошек. Так, давай. Итак, сюжет фантастического фильма. Люди пропали. Все закрыто. Нет, это не последний человек на земле. Это Кемер в воскресенье. Ничего. Не надо здесь. Дедушка, да. Дедушка сидит на посту. Ну, только дедушка. Вот дружеский совет. Если все-таки попадаете в Турции в воскресенье, пока есть локдаун, советую планировать заранее и просто, например, уезжать куда-то или, на какие-то экскурсии, возможно, потому что город пустой. Какие-то единичные машины, конечно, проезжают, но в основном все закрыто, все пусто, поэтому учитывайте это. Курочки с цыплятками маленькие, да? Курочки. Но вот только курочек мы встретили на нашем пути, потому что у местных локдаун, а туристов было маловато. Поэтому, как я говорила вам раньше и давала совет, мы решили сегодня уехать из Кемера и поехать посмотреть окрестности. Поедем мы в город Каш, это наша главная цель. Но так как дорога очень красивая, она идет вдоль моря, а также мы будем проезжать разные турецкие города, я думаю, у нас будет множество впечатлений еще до поездки в Каш. А сейчас мы едем по улочкам турецким, и я хочу вам показать, какие дома, какие магазинчики, например, неотъемлемая часть Вайкики и Мигрос. Город Финике. Потрясающе. Мы направляемся в город Каш и проехали этот город просто случайно, мимо, но я думаю, это стоит того, чтобы сделать остановку. Вот наша машина, на которой мы ездим, и вот сам город. Я не нашла информации, где правильно будет поставить ударение. Финики, Финике. Давайте я буду говорить Финике, а вы поправьте меня в комментариях, если это не так, либо скажите, если это так. В общем, что хочется еще рассказать про Финике, это небольшой уютный город на Средиземноморском побережье провинции Анталия. Город был основан финикийцами в V веке до нашей эры. Городской песчаный пляж расположен в 4 километрах восточнее Финике. Он распростерся на несколько сотен метров и манит любителей покупаться своим мягким песком и пологим входом в воду. В отличие от Кемера, где галька и прям сразу нырять можно. Позагорать и отдохнуть можно и в бухтах, но там галечные пляжи. Они находятся на западе от города и называются Гоклиман и Кагылы. Еще этот небольшой оазис называют апельсиновой столицей Турции, потому что в городе и его округе повсюду выращивают апельсины. Апельсин даже изображен на гербе города. А
недалеко от порта Финике находится памятник апельсину. Отдых в этом городе подойдет далеко не всем. Если вы тусовщик или любитель активного отдыха, вам, скорее всего, будет здесь скучно. Но если вы предпочитаете спокойный отдых в уединенных местах, вам, скорее всего, будет достаточно комфортно. Вас порадует теплое море, цитрусовые деревья и размеренный ритм жизни. А мы едем дальше в город Каш. Итак, мы приехали к городу Каш. Это панорама города сверху, с высоты, можно сказать, птичьего полета, но это не предел. Нет предела совершенству. Можно подняться еще выше. Вот мы уже подъезжаем к одному из самых романтичных городков Турции. Дорога от Кемера с остановками заняла у нас где-то 3 часа. Мы проголодались, и так как в воскресенье из-за локдауна все закрыто, мы в одной из немногих открытых закусочных взяли какие-то турецкие лепешки и айран. Как правильно она называется? Свиха. Свиха? В общем, полное погружение. Так, город Каш. Собственной персоны это пляж, что-то из русского. Это порт. Там же, я думаю, находится пляж. Таверны, где можно покушать. В общем, даже несмотря на то, что сегодня считается карантин, все открыто. На вынос, правда. Вот мы взяли мороженое, до этого тоже перекусили. И продолжаем идти дальше. Итак, сегодня мы приехали в город Каш. Город Каш славится своей красотой, домиками на горе, видами, морем, вкусным мороженым. Ну, не только город Каш, а в принципе Турция славится вкусным мороженым. Ехали мы сюда на машине с Кемера. Заняло это, где-то около 2 часов. И дорога, на самом деле, была довольно живописная, прошла очень быстро. По дороге мы останавливались в разных деревушках, просто смотрели на красивые виды на море и на горы, поэтому, в принципе, даже сама дорога — это уже крутое впечатление и приключение. Город Каш разбросан на склоне холма. Вальяжно спускаюсь к Средиземному морю. Небольшие домики с черепичной крышей выкрашены в белый цвет. Узкие мощеные улочки, петляя, спускаются вниз к бирюзовому морю. Везде цветут цветы, бродят кошки, в воздухе витает дух романтики. Мне город очень напомнил Грецию. А знаете почему? С давних времен, вплоть до прошлого века, Каш принадлежал грекам. Присутствие греческой культуры и архитектуры ощущается и сейчас. Вот если сделать фото и подписать «Греция» или «Кипр», никто не станет с этим спорить и не догадается, что фото сделано в Турции. Мне понравился этот город, здесь нет отелей, все включено на каждом шагу, нет шумных туристов. Сюда приезжают в основном самостоятельно. Там дальше остров, и на нем живут. Напротив бухты располагается греческий остров Меис и город, я постараюсь сказать это правильно, Кастеллариза. Расстояние от порта до порта около 7 километров. Для посещения необходима шенгенская виза. Потрясающий закат в городе Каш. Golden Hour, вид на город. Это потрясающе. Это то, что вы запомните, что будете вспоминать еще долгие-долгие годы, потому что, такие виды и ощущения, которые от них получаешь, такое не забывается. Будучи в городе Каш, обязательно задержитесь до заката и придите на это место. А как найти это место? Хороший вопрос. Я шла по улочкам и наткнулась на него совершенно случайно. Это оказалась вертолетная площадка. С нее открывается вид на сам город, вид на море, на греческие острова и на закат. Волшебный момент, который надолго останется в воспоминаниях. Хорошее мороженое. Я смотрела видео на YouTube, Очень я вкусно. знаю. Yalla 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 yalla. Yalla yalla. Yalla yalla. Давай. Aha, aha, Allah.
Ага, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Швей, швей, швей. Окей, спасибо. Пока-пока. Большое спасибо. Окей. Oh, this is your money? No, You want vanilla? Vanilla? Adi Sharif? no. No chocolate? Oh, okay, okay. Chocolate? Adi Sharif, na? Да. Okay. Are you ready? Мне кажется, я уже заслужила, я обожаю своих. Окей. Спасибо. Давайте. Причем уже так замороженная, я еще не боролась. Она сделала это. Ой, прошло 1,5 минуты. Встречайте, дамы и господа, хор интернациональный исполняет Катюшу. Спасибо на Аллах, про того, которого любила, про того, чей письма берегла. А мы заехали на пляж, посмотреть на море, послушать волны и продумать завтрашний день.